Счастье, счастье, счастье летит. Летит моим любимкам. А кто мои любимки? Конечно, тельцы. Усаживайтесь поудобнее, располагайтесь поудобнее, и мы с вами будем говорить прекрасный, чудесный, замечательный, прекрасный месяц – март. А почему он такой чудесный, замечательный, прекрасный? Да потому что ваша управитель Венера, во-первых, находится до 16 числа в знаке зодиака Овен, а там находится Юпитер и малое и большое счастье вместе. А во-вторых, с 16 числа идет к вам, где может быть прекрасно, управитель своего знака идет к себе домой. То есть вот плюс ко всему два больших еще события этого месяца. Это, конечно же, транзит Сатурна в знак зодиака Рыбы и транзит Плутона в знак зодиака Водолей. Плутон сделает транзит такой, знаете, пробный, чуть-чуть побудет там, немножко потом вернется еще раз к Козерогам и окончательно выйдет на целые 20 лет будет находиться Плутон в знаке зодиака Водолей. То есть два грандиозных события и события того, что ваша Венера переходит в ваш знак. Ну а вижу Розану, слышу такие слова. Конечно же, напоминаю вам, ставим счастливый тельцы, такой вкусный лайк. Вижу, поставили, спасибо большое. Спасибо. Ну что, мои хорошие, солнышко будет находиться до 20 числа в знаке зодиака Рыбы, а потом сделает транзит в знак зодиака Овен. Ну, пока солнышко находится в знаке зодиака Рыбы, энергия вам... Солнце там не активное, солнце там очень опытное. И, конечно же, солнце, находясь в водном знаке, для земного знака, оно прям как душу греет. Вот его настолько достаточно энергии, оно и тебе как-то прохладу сделает, где-то тепло будет, где-то немножечко опять остынет. То есть его достаточно, поэтому, конечно, энергии у вас будет абсолютно достаточно. Но больше будет такой энергии спокойной, все равно как-то немножечко не такой активной, но этой энергии будет достаточно. И 16 числа солнышко, которое будет еще находиться в знаке зодиака Рыбы, сделает квадратуру с Марсом. Квадратуру с Марсом – это такая квадратура, которая выстраивается, то есть напряженный такой аспект, так скажем, конфликтный аспект между двумя этими энергиями. То есть Солнце – огонь, Марс еще находится в Близнецах, и там такой Марс, знаете, то одно, другое, за одно берется, другое делает, сюда бежит, про это думает, про это решил, не решил. И вот там такой, знаете, очень хаотичный Марс, и достаточно такой огненный, и Солнце такое. И тут огня не очень много. И здесь огонь такой опытный, степенный. И когда они между собой выстраивают эту квадратуру, эта квадратура для вас отражается. Ну, давай поможем друг другу, давай. Тебе не очень комфортно, мне очень... Все знаю, я 12 раз уже сделал транзит, солнце говорит. Давай друг другу немножко поддержим друг друга. Я поделюсь своим опытом, а ты поделись своей энергией. Вот точно так же будет проходить и у тельцов. У меня есть опыт, помоги мне организовать что-то. У меня есть финансы, а твое участие вот такое. То есть давай друг другу поддержим друг друга, поможем друг другу плечо подставим. Следующее, что будет делать Солнце, сделает Солнце транзит в знак зодиака Овен, энергия огненная. И это для тельцов не нужна столько огня, не нужно столько сильной энергии. Она у вас будет больше находиться в таком тоже эконом-режиме. Вот после 20 числа эту энергию захотите ее как-то немножечко сберечь. И 29 числа сделает трин аспект с Лилит.
Ну, тельцы, да, Лилит – это фиктивная точка, это черная луна. Вот у нас есть белая луна, ангел-хранитель, и есть черная луна. И вот черная луна находится сейчас в знаке зодиака Лев. И она, это, ну так скажем, фиктивная точка, она себя так ведет, корону хочет на голову себе одеть. Везде, где только можно влезть, значимость свою показать. Я вот сейчас, но как показывает значимость? Конечно, это колесо жизни, которое тебе вставляется спицы. То есть тебе делается какие-то препятствия, и это создает вот эта фиктивная точка. В марте месяце она очень активная. Она со всеми планетами идет на какие-то аспекты, делает аспекты к ним. И в том числе сделает с вашей Венерой. Попозже туда я о нем тоже скажу, об этом аспекте. Поэтому, конечно, вы чувствительные, вы обидчивые, вы ранимые, вы очень ранимые, вы такая душа потоньше, не так, что закостенелые и вам ничего. Нет, вы реагируете довольно-таки обидчиво, вам обидно, вам неприятно, вы долго держите эту обиду, вы никак не можете с ней распроститься, иногда обиды просто сильно садятся и долго у вас вы их держите, поэтому очень аккуратно. Есть проказы, которые будет делать это Лилит, всегда сначала все проверить и дать этой ситуации какое-то время пожить. Вот что-то случилось, произошла какая-то сплетня, какая-то неприятность, какое-то что-то донесли, какой-то слух, что-то где-то чувствуете, кто-то, вот чувствуете обман какой-то. Дайте, не реагируйте сразу, дайте этой ситуации немножко пожить. Хотя бы ночь. Говорят же, утро вечера мудренее. Утро будет мудренее, чем вечером я реагирую. А если я отреагировала вечером, начинаю ложиться, погружаться в сон, эта мысль думает, сон, уже отошел сон, полночи про это думаешь, утром встал, тебе уже неприятно, потому что ты не выспался, то есть тебя выбило из колеи. Сказать утро вечера мудренее. Утром мне придет решение. Я об этом подумаю утром. Или я об этом подумаю завтра. Вот так вот реагировать, потому что и с Солнцем сделает аспект, и с Меркурием сделает аспект, и с вашей Венерой сделает аспект. То есть она активна, корона на голове, обращайте на меня внимание. Я здесь правлю балом, вот так себя ведет Лилит. Но кто слушает астрологию, понимает эти подсказки, их для себя применяет, то, конечно, ты ведь с этим вполне знаешь, что делать. Дальше смотрим. Меркурий до 19 числа будет в знаке зодиака, до 19, с 19 будет находиться в знаке зодиака Овен и тоже сделает очень хороший секстиль с Плутоном. Ну, эта великолепная подсказка нам говорит о том, что известие, которое вы очень долго ждете, и это известие к вам приходит не случайно, вы его ждете. Вам нужно было только подтверждение этого. У вас, вы знаете, стоит очень долго Уран. Уран это всегда неожиданно. Поэтому известие, которое приходит, долгожданное известие, вы его получите, вы его узнаете. Это может найтись человек, которого вы потеряли. Вот так как-то разошлись жизни. Это может быть произойти очень неожиданно приятная встреча, потому что секстиль, потому что гармоничный аспект. Встреча с своим прошлым. Вы, может, посетите место свое, где вы жили когда-то. Может быть, вы посетите там, где вы учились. Кого-то встретите со своей первой работы. Кого-то своего студенческого друга или подругу встретите. То есть может произойти очень приятная, неожиданная встреча. Но как-то вы уже чувствовали, вот оно где-то вот витало, что что-то произойдет. Что-то может вещь найтись. Долго потеряли какой-то документ. Кто-то, может быть, потерял какое-то ювелирное украшение. Никак. Весь дом, как говорится, перерыли. А тут вдруг полезли куда-то, что-то как-то полезли. Смотрите, и та вещь, которую вы очень долго не могли найти, эта вещь там появилась. Вы ее нашли. Вот так может отработать этот секстиль. Следующее смотрим. Это будет Венера. Вот. Добрались до
вашего управителя. Ваша управитель Венера до 16 числа находится в знаке зодиака Овен и очень гармонизирует две энергии. У нас с вами, мы сами с вами состоим из двух энергий, мужская и женская. 50/50 каждый организм человеческий имеет энергию. 50/50 мужскую и женскую. Да, иногда бывает сбой гормональный, когда зашкаливает каких-то других гормонов в одну или в другую сторону. И это очень много не зависит от самого человека. Так отработал его организм, так отработали его гормоны. А вы, тельцы, это гормоны, это щитовидка, то, что управляет гормональной системой. Поэтому вам, как никому другому, очень важно свое психологическое состояние соблюдать. Очень важно следить за своими нервами. Нервы – это психология, нервы – это психологическое состояние. Поэтому ваша Венера, значит, до 16-го находится в знаке зодиака Овен, а с 16-го делает транзит к себе домой в знак зодиака. И в Овне, и, конечно, здесь у себя, находясь у себя дома, комфортно вашей Венере. Но в Овне она гармонизирует. Там еще и плюс ко всему стоит Юпитер, что приносит вам вот эту гармонию. Прям воспользуйтесь. Если чувствуете, что что-то вас немножко как будто выводит, вы должны понимать, нет, это искусственно куда-то я себя толкаю. Оно должно вас стабилизировать, потому что эти две энергии настолько стабильны, когда находится Венера в Овне. Она делает вот эту гармонию, поэтому ни на что не реагируйте. А если где-то что-то чувствуете, какая-то тревога, какое-то волнение, сразу себе сказать, такого не может быть. Самому с собой договориться, самому себе сказать. Не пустить далеко какую-то эмоцию, потому что, еще раз говорю, вы это щитовидка. Венера, которая управляет тельцами, это щитовидная железа по медицине, по астрологической медицине. Итак, заходит к вам Венера, и, конечно, когда заходит к вам, то вы будете даже чувствовать, какая-то болезнь отступила, какая-то тревога отступила. Вот оно все балансирует, я говорю. И там, находясь и в Овне, и находясь у вас, очень комфортное состояние вашей Венеры. 2 числа будет соединение с Юпитером, когда будет находиться в Овне. Соединение с Юпитером – это очень гармоничный аспект, это большое счастье соединяется с малым счастьем. Они друг другу дают что? Здесь может быть и забеременеть, узнаете о пополнении, здесь финансовое пополнение, здесь увеличение какой-то жилплощади, это увеличение каких-то материальных благ, то есть очень гармонично этот аспект работает. Это знакомство, это встречи, это романтики много, влюбленности много. Люди, те, кто в поиске, находят своего человека. Очень сильный аспект это. А также, смотрите, 11 числа, когда еще ваша Венера будет находиться в Овне, она секстиль сделает, тоже гармоничный аспект. Кому? К Марсу. Мужская, женская энергия. Секстиль делает к Марсу. Потом сделает 17 числа секстиль к Сатурну. А Сатурн это взрослый твой учитель какой-то. Это какой-то твой вышестоящий руководитель, это постарше кто-то, тот, кто тебе дает какие-то указания, тебе дает какие-то, равняться на него хочешь, тянуться за ним хочешь, интересно с этим человеком. Этот человек может быть постарше, мы не говорим мужчина или женщина, мужчина может быть постарше, а может быть и женщина постарше, мужчина помоложе. На сегодня эти границы настолько размыты, возрастные, поэтому не в этом дело. Но человек, за которым вы будете увлечены, человек, который сам увлечен и может научить вас. Сатурн – это опыт. Сатурн – это опыт. И секстиль вот с таким великолепным опытным Сатурном, который вам что-то расскажет интересное, что-то покажет интересное, чему-то научит интересному. Вы хотя хотите за этим всем тянуться. Конечно, с Лилит здесь будет 23 числа. Очень в большом конфликте и дисгармонии ваша Венера будет. Еще раз не поддайтесь.
Кстати, это будет 23 числа. Вот где-то начиная, это короткий такой, знаете, очень всегда по Лилит, это всегда очень короткий такой опыт, но опыт. Начиная где-то с 20 и по 25 не краситься волосы, никакие косметические процедуры желательно не делать не какие-то там украшения красивые, что-то покупать, или что, потому что вот эта вот Лилит, она тебе будет говорить, да, красиво, придешь, думаешь, ну как я могла так коротко подстричься, но я же совсем так не хотела, или как я могла эту вещь купить, она мне абсолютно не подходит, цвет не нравится и так далее. Ну, то есть вот такие вот прям где-то вот с 20-21 по 25, вот этот очень короткий промежуток, а сама Лилит будет находиться, делать этот аспект 23 числа. Ну и что, 30 Венера, которая находится у вас, соединится, это очень гармоничный аспект, с Ураном, который тоже находится у вас. Да, это такой аспект, который дает нам подсказку, что-то неожиданно, случайно, вдруг на что-то наткнулись, что-то увидели, что-то узнали, какой-то документ нашли. И этот, посмотрите, месяц вот вам на что-то укажет. Вы что-то увидите, что-то узнаете, кто-то появится в жизни. Тот, кто... Ну, в мечтах, может быть, вы очень сильно об этом мечтали. Это не только может быть человек, и человек в том числе, но это может быть событие. Вот кто-то очень хотел приобрести квартиру, вы можете, это неожиданно у вас будет очень хороший вариант, вам неожиданно государство займ даст, банк выделит какой-то. Кто-то погасит какую-то сумму в банке. То есть неожиданно происходят великолепные события. Они, о которых вы мечтали. Мечтайте, просто мечтайте. И те события, о которых вы мечтали, то, что вы хотели, оно может произойти у вас в этом месяце. Ну, полнолуние будет 7 числа в знаке зодиака Девы, а новолуние будет в знаке зодиака Овен. Ну, об этих двух событиях я буду делать отдельно подробное видео. Плюс-минус вот такой месяц. Еще сделает у нас в этом месяце Марс. Сделает транзит. Находился очень долго. Марс находился в Близнецах. И это на вас отражалось очень материально. Ну, как отражалось материально? То есть деньги, то вот все договорились, сделка не состоялась. Договорились о продаже, уже все почти там что-то, не пришел клиент на покупку. Вот как-то вроде оно вот подойдет, вот как-то вроде оно подойдет, ну а что-то и получилось, что-то сделала. Ну много к этому, вот знаете, не так, что ну договорились, подписали документы, разошлись. Вот что-то, опоздал человек, давайте завтра, у меня пробка, я сегодня не получился по времени, перенесли на другой. Оно и состоялось. Но как-то через несколько подходов к этому делу. Затем сделает Марс 25 числа транзит в знак зодиака Рак. Очень такой транзит будет для вас, ну так скажем, удачных сделок, удачных встреч со своей семьей, с братьями, с сестрами, с родными. Вот что-то, какие-то сделки, которые вы будете делать со своими близкими, со своими с единомышленниками, с друзьями, с родными, вот именно с родными. Вот таким образом Марс будет, но это будет в конце месяца, и уже мы о нем будем говорить на следующем месяце поподробнее, об этом транзите. Ну что, мои хорошие, вот такой для вас плюс-минус месяц. И такой месяц, когда сейчас вам скажу, я вам что-то хотела сказать. Ну, ладно. Да, ладно. Вот такой месяц.
Бесконечно вас всех уважаю. Не забываем, жду от вас счастливые, вкусные. От тельцов вкусные лайки всегда. Бесконечно вас уважаю, обнимаю. Спасибо всем. И до следующих видео. Пока.